Я много путешествую на разных турендуро, и это обзор Yamaha Tracer 7 и 700. Этот обзор в рамках «Шо там у них?», потому что Tracer 700 продается только на европейском рынке и еще почему-то в Австралии. Наверное, перепутали с Австрией. Производится этот аппарат во Франции. Стоит сказать, что у меня на тесте был мотоцикл первого поколения. В 2020 году модель чуть-чуть обновилась, но отличий минимум. Пластик изменился, двигатель под Евро 5, светодиодная оптика, немного доработали вилку и приборку. Все это незначительно, поэтому тестировать его никогда не буду. Черт, я протестировал и новую версию. Да, последнее поколение крутое, такой чистокровный японский дизайн. Tracer 700 после девальвации стал называться Tracer 7, чтобы соответствовать другим моделям Yamaha. Отличий, кроме названия, нет, так что с полным правом можно говорить, что это обзоры на Tracer 7. Сама модель Tracer отпочковалась от MT-07. Из отличий у Tracer аэродинамичная морда, высокое стекло, большой бак, увеличенный амортизатор, колесная база и более комфортная посадка. Такая же история, как у Ерша и Версиса. Ну, вы знаете, как это бывает. Сначала выпускают бета-версию мотоцикла, а потом вспоминают протестировать ее в аэротрубе. Забегая вперед, единственный более-менее близкий по духу конкурент – Kawasaki Versys 650. Yamaha определяет эту модель не как адвенчера, а как спорт-туриста. Официальный текст на сайте Yamaha звучит так: Tracer 7 бла-бла-бла способен вызывать у вас адреналин бла-бла-бла. Этот динамичный спорт-турист готов поразить вас своей выдающейся производительностью и легкой маневренностью. Если с Tracer 900 эта концепция удачная, то Tracer 700 получился совсем неоднозначным. Неоднозначный говорят, когда не хотят обидеть, но это действительно непростой мотоцикл, у которого узкая сфера применения. Для новичков среднего роста, которым ближе спортбайк, но не настолько, чтобы взять сразу спортбайк. Если поверхностно смотреть, все хорошо. Самый низкий вес в классе, причем хоть спорт-туристы, хоть кроссоверы, хоть турендуро. Ни у кого из современников веса 196 кг нет. Репутация одного из самых надежных мотоциклов, классная внешность, большая мощность, чем у конкурентов, и даже цена вполне в рынке, как раз между Versys и Vestrom. Казалось бы, что может пойти не так? Начнем с двигателя. Тот же самый, что стоит на Tenere, XSR 700 и, собственно, MT-07. Мотор неприхотливый, немцы из Motorrad признали его самым надежным, рассматривался как раз мотоцикл MT-07 целиком. Замена масла раз в 10 тысяч километров, проверка клапанов раз в 40 тысяч километров. Вибраций у двигателя нет совсем, очень мягко работает. Я бы сказал, что нет более мягкого двигателя в среднекубатурных туристах, на которых я ездил. Справедливости ради, на новой модели была терпимая мелкая вибрация где-то с 4 до 5 тысяч оборотов и пропадала на любых других оборотах, так что ощущения все равно оставались положительными. Это, конечно, все очень хорошо в рамках Tenere с его колесами и подвесками, где уместен спокойный характер мотора, а на Tracer не хватает зажигательности, особенно с новой агрессивной внешностью. Если сравнивать с конкурентами Versys NC и Vestrom, Tracer бодрее, но не настолько, чтобы ощутить спортивную хардкорность 900-го брата. В чем феномен 900-ки? Полный отказ от внедорожных качеств и грузоподъемности. Взамен получаешь эмоции старых добрых спорт-туристов и прямую посадку. Нельзя сказать, что у Tracer 900 запредельная мощность, она именно минимально достаточная, чтобы получать драйв. Если посмотреть на культовых среднекубатурных спорт-туристов, у всех мощность крутилась в районе 100 лошадиных сил. Tracer 700 начинает так же: хищная внешность, запредельный легкий вес, заниженный дорожный просвет, зажатые подвески, и ничего не происходит, из спорта только шахматы. Самой кубатуры не хватает. Окей, есть же у нас троица NC, Vestrom и Versys, почему бы его туда не отнести? Не получается. Троица – это настоящие универсалы с более-менее энергоемкой подвеской и, главное, дорожным просветом 165-170 мм, которого достаточно, чтобы ездить хотя бы по разбитому асфальту. У Tracer 700 подвески короткие и дорожный просвет 140 мм. Я понимаю, что большинству людей эти цифры ни о чем не говорят, как новости об украденном миллиарде или 100 миллиардах воспринимаются одинаково. У меня есть высосанная из пальца теория, как это все работает и почему есть четкая грань у мотоциклов где-то в районе 150 мм, ниже которой эксплуатировать мотоциклы вне хорошего асфальта – героизм.
У народных автомобилей типа Соляриса, Рио и ВАЗов дорожный просвет в районе 160 мм, у европейцев часто 150 мм. Опустим вопросы, связанные с просадкой при загрузке. И пока автомобили массово не начинают биться брюхом, дорожники в глубинке пальцем не пошевелят, местные битых кирпичей не подкинут. Пример из жизни. Я когда в Подмосковье жил, у нас местные активисты сами ставили искусственные неровности на глаз. Все соседи ездили на внедорожниках, в итоге через этих лежачих полицейских обычные седаны проезжали только с полировкой глушителя. В Европе такого нет, и автомобили выпускаются с низким дорожным просветом, лучшая управляемость, ниже расход. Вот вам факт в копилку. Некоторые европейские автопроизводители в Россию поставляют модели, которые отличаются от европейских повышенным клиренсом. Иногда это отдельный пакет для плохих дорог, иногда сразу в базе только один вариант. А сейчас будет смертельный номер. Я покажу, на каких неровностях можно разбить двигатель. Я понимал всю ситуацию с дорожным просветом и не собирался лезть ни в какое бездорожье. Этот мотоцикл даже не возил на свой стандартный мусорный полигон, просто увидел симпатичную дорожку в гору и съехал с трассы буквально на 300 метров. Думаю, мало кто назовет этот участок бездорожьем, правда? Я слышал, как постукивают дном, поэтому очень медленно и аккуратненько выезжал с пешеходной скоростью. Этого хватило, чтобы пробить поддон. Я ездил один без груза, где-то на средней настройке амортизаторы, отнюдь не опущенные в мягкое положение, довольно жесткой. Можно сказать, что надо было ради того, чтобы 3 минуты проехать в горку, достать комплект инструментов и зажать подвеску, но так себе аргумент. Я лично живых людей не знаю, кто бы так делал каждый раз, когда съезжал в сторонку и живописно пописить. Да, хорошо бы защиту двигателя поставить, но дорожный просвет еще меньше станет, мотоцикл как на лыжах кататься начнет. Вилка на первом поколении не настраивалась, на втором и преднатяг, и отбой регулируются. Подвеску неожиданно похвалю, для своей стоимости и задач вполне себе. Зубодробительности нет, не ощущаешь каждый камень или стык, в меру комфортная даже для дальников, если не ехать все время по плохой дороге. По крайней мере, я весь день не слезал с мотоцикла, и задница чувствовала себя терпимо даже на стандартном простеньком седле. Не комфортно, а именно терпимо. Установка комфортного седла 100% уберет все проблемы. Руки не забивает и никаких лишних клевков, как у конкурентов. Даже на версии без регулировок все хорошо. Как и у старшего брата, у Tracer 7 короткая база. Не как на Versys, но в рамках класса короткая, ровно как у классических спорт-туристов. Очень жаль, что объема двигателя не хватает для активной езды, сама геометрия мотоцикла и подвеска отличные. Про рекламу легкой маневренности все правда, мотоцикл очень легко рулится, заваливается в повороты, ничего негативного не могу сказать вообще. Еще часто можно поругать короткие легкие мотоциклы, что их колбасит на скорости, но здесь тоже изумительно. Я ездил один без груза, никаких намеков на воблинг и аэродинамика отличная. Мотоцикл врезается в поток воздуха на трассе как горячий нож в масло. Особенно это было заметно на втором тесте, когда был довольно сильный ветер с порывами. NC-шку дергало туда-сюда, а Tracer 700 ехал стабильно. Не тяните руку, со стандартным маленьким стеклом NC дергает точно так же. Заметна разница на скоростях около 150-160 км в час. Конкуренты на таких скоростях пасуют и начинают трястись и вибрировать, да и мотор не тянет. На Tracer 700 на высокой скорости испытываешь удовольствие и остается запасик для обгона. Еще во многом это из-за того, что на высоких оборотах у двигателя нет вибраций. Тормоза в рамках своего класса бюджетных кроссоверов лучше, чем у конкурентов. Здесь спереди два диска по 282 мм с 4-поршневыми суппортами и сзади диск 245 мм с однопоршневым суппортом. Для своего класса и цены большего ждать глупо. Тормоза мягкие, без спортивной резкости, больше подходят для тур-эндуро. Мотоцикл самый легкий в классе, причем разрыв в весе с конкурентами впечатляет. И сразу появляется нюанс легких короткобазных мотоциклов. Tracer легко подскакивает на мелких неровностях и норовит задрать переднее или заднее колесо, если очень активно ехать. При торможении появляется такое нервное поведение на любителя, как на легких нейкедах. Мягкие тормоза – оптимальное решение, потому что с резкими тормозами было бы еще более нервно, а это все-таки не агрессивный спортбайк. Впечатление об эргономике сильно зависит от роста ездока.
С ростом от 180 и выше делать здесь нечего. Руль расположен низко, угол в коленях острее, чем у конкурентов. Даже хуже дело, чем у Versys, Vistrom и ENC. А вот для среднего роста все должно быть хорошо. Угол в колене напрягать не будет, руль в крайнем случае можно чуть приподнять. Выделяется мотоцикл неплохой ветрозащитой ног и рук, что не дает наклеить на него ярлык Naked. Даже мне с ростом 188 см стандартное стекло в шлем не бьет, ослабляет ветер и равномерно распыляет. Бороться с ветром не нужно. Уже плюс, хотя стекло все равно надо поменять. Регулировка стекла на первой версии была довольно удобной, а на второй версии и вовсе одной рукой можно регулировать, как на премиальных моделях. Сейчас начала выпускаться версия GT с ценником чуть ниже 10 тысяч евро. Там ставится уже высокое стекло, а также более комфортное седло, но основную сумму забирают маленькие бестолковые боковые кофры на 20 литров. Все нужные опции и так можно поставить на базовую версию, а кофры лучше взять у сторонних производителей полноценного размера. Версию GT я не рекомендую, лишняя трата денег. Зеркала у мотоцикла совсем плохие, сама форма ущербная, внешняя часть не просто стилизована под острые грани, тут настоящий острый треугольник, идущий из центра. Локти занимают большую часть, и оставшееся полезное пространство только маленькие треугольнички по краям. Я сильно не придираюсь к зеркалам и вам не советую на них ориентироваться, потому что проблему можно вылечить или проставками, или просто поставить любые другие зеркала за копейки. Чем трейсер уникален в первом поколении, у него самый узкий руль для своего класса. По рулю всего 76 см. По защите рук 81 см. У конкурентов с защитой рук ширина 90 см, у литровых кроссоверов ближе к метру. Лучший, чтобы гонять по пробкам. Защита рук великолепная, форма даже симпатичнее, чем на Tracer 900. Футуризм при этом функции свои выполняет, поток ветра от пальцев отгоняет и защищает рычаги при падениях. Там же на кронштейне находятся поворотники, но не выпирают в отличие от мультистрады. Поворотники имеют стандартное крепление, и вы можете за 1000 рублей на Алиэкспрессе что-нибудь футуристичное выбрать, особенно для первой версии, где бабушкины поворотники стоят. Первый мотоцикл на тесте был после падения без какой-либо защиты. Если вблизи не присматриваться, даже не видно стертых граней. Как всегда, на приборной панели у Yamaha выделены специальные места под установку любых розеток. Во второй версии с откидной резиновой крышкой. Странно, что ни в одной версии встроенных розеток нет. Но что мне нравится в мотоциклах Yamaha, они выводят отдельный разъем для розетки под обшивкой. В случае с Tracer под левой боковой панелью. По электронике мотоцикл голый, как и конкуренты. Никакого квикшифтера, круиз-контроля, режимов двигателя и так далее. Как следствие, экран очень простой. Показывает температуру воздуха, все значения крупные и на том спасибо. А вот отсутствие трекшн-контроля минус, у большинства конкурентов он есть. Причем Tracer 7 пропагандируется как спорт-турист для дерзких новичков. Добавим легкий вес и получим сочетание, которое как раз и требует электронных помощников. Еще мне непонятно, зачем при такой скудности кнопок на руле нужно было выводить кнопку аварийки на правый пульт, где им пользоваться неудобно. Звук, как у обычного современного дорожника, очень тихий и комфортный на любых оборотах. Итоги. Мотоцикл ругать совсем не за что, кроме концепции. Все-таки с таким объемом двигателя делать низкооборотистый спорт-турист, а именно так пропагандируется модель, странная затея. Это работает с Tracer 900, потому что хватает мощности, а здесь чувствуется ее нехватка. По-моему, здесь нужен был чуть скорректированный двигатель от R6, и тогда я бы расхваливал мотоцикл. Либо отказываться от спортивности, делая полноценного универсала, как Kawasaki Versys. С другой стороны, если бы Yamaha и в этом классе оказалась лучше, вы бы точно знали, кто мне платит, а так интрига сохраняется. Что мне еще не понравилось, бак всего на 17 литров, тогда как у конкурентов 20-21. Даже если придерживаться официального расхода 4,3 литра, запас хода меньше 400 км, в реальности около 350. Если бы бак чуть растянули, вес все равно остался бы в пределах 200 кг. Не критично, но все же. В Испании это довольно популярный городской мотоцикл для новичков, по-прежнему легкий как Naked, но с хорошей ветрозащитой.
Проблемы низкого клиренса в Европе не имеют значения, поэтому мотоцикл можно назвать универсалом. Возможно, я слишком суров и первосезонники увидят в такой мощности спортивный драйв, но чтобы мотоцикл радовал динамикой несколько лет, это вряд ли. Примерно как с 300-кубовыми спортбайками, мощности у всего класса всегда недостаточно, но разве виновата в этом любая из моделей? Конечно, я понимаю, что при выборе Tracer 7 цена – один из основных аргументов. Tracer 7 стоит 8600 евро, а Tracer 9 – 11800 евро. По цене нового Tracer 7 можно купить БУ Tracer 900 в идеальном состоянии, который лучше во всем и тоже вполне подходит новичкам с мозгами. По итогу очень спорные впечатления. С одной стороны, крутой мотоцикл за свою цену, прекрасная внешность, двигатель, подвеска, отличный комфорт для своего класса и даже весь со светодиодами, из-за чего выглядит дорого. Но с другой стороны, я представляю людей, которые на версии Sevestrom будут ездить 5 лет, не задумываясь о замене. А Tracer 7 быстро упрется в потолок своих возможностей из-за спортивной направленности с ограниченной мощностью. 1-2 года и захочется пересесть на Tracer 9, поэтому я сразу рекомендую копить на 9. Такие дела. Заглядывайте в комментарии, если есть чем поделиться или нужна жилетка. Дальше буквально щепотка среднекубатурных турендуро и большое сравнение по всему классу. Подписывайтесь, чтобы не пропустить, и не переключайтесь.